Большие пацаны играют большими кубиками. Что бывает, когда в их игры влезают со своими игрушками маленькие пацаны? Я рассказал в предыдущем тексте, где на примере недавнего эпического по своей дерзости прохода британского эсминца «Дефенда» через наши крымские территориальные воды в районе мыса Фиолент я разбирал сложность взаимоотношений в парах Лондон-Вашингтон и Вашингтон-Москва. Сегодня закончу эту тему. Мир замер на грани большого шухера эпиграф. Отродясь, такого не было, и вот опять то же самое. Виктор Степанович Черномырдин. Вы помните этот старый анекдот, рассказанный в свое время Путиным, про белые и черные полосы? Мы думали, что это черная полоса, но оказалось, что это была еще белая. Парафраз на тему «Мы думали, что это дно, но снизу постучали». Так вот, я вас должен утешить. Сейчас со всеми этими пандемиями и карантинами у нас еще белая полоса. Да, схлопнулись целые секторы экономики, такие как Хорека, перевожу для тех, кто не знает. Отели, кафе, бары, рестораны, пассажирские перевозки, особенно международные авиаперевозки, индустрия развлечений, в том числе и связанная со спортом. Туристический бизнес вообще приказал долго жить, но это еще не дно. Специалисты теханализа по своим графикам предрекают, что нас ждет мировой финансово-экономический кризис, аналог кризиса 1929-33 годов, вошедший в историю под названием «Великая депрессия». Все черные лебеди показывают, что этот кризис будет еще хуже. Глобальный трындец. И все глобальные игроки к нему готовятся, потому что живыми из кризиса суждено будет выйти далеко не всем. Только экономикам, имеющим внутренние ресурсы и замкнутым на внутренний рынок потребления. У Великобритании ничего этого нет, поэтому Лондон и суетится, пытается развалить ЕС, перетащив часть игроков под себя, в свою валютную зону. Берлин, естественно, это категорически не устраивает. По факту идет война за лидерство на европейском континенте. Если победит Лондон, то в фунтовую зону отойдут такие страны, как Британия, Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и западная часть Германии, бывшая ФРГ. Восточной частью Германии, бывшей ГДР, Лондон готов даже торгануть, предложив ее Москве вместе со всем своим Черноморско-Балтийским лимитрофным поясом, вся Восточная Европа, включая Грузию и Украину. Как видите, Лондон не мелочится, играет по-крупному. Пытаясь развалить ЕС, чтобы выжить самому, приносит в жертву даже Бундесверзя. Единая Германия, может, нужна немцам, но совсем не нужна англичанам, не считая прочих мелких фигур – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Про прибалтийских пешек и Украину с Грузией я даже не говорю. Но этим планам не суждено сбыться, потому что на стороне Берлина выступили США и РФ при пассивном нейтралитете КНР, да и кто такой Лондон, чтобы торговать целыми странами при живом еще гегемоне? Путин с Джонсоном даже не стал разговаривать, он давно уже поставил на Берлин, СП-2 тому весомое подтверждение, а восточноевропейские лимитрофы ему достанутся и так практически даром. Общаться вместо себя Путин отправил Лаврова, а тот выставил заведомо неприемлемые для Лондона условия – признать несостоятельность своих претензий относительно отравления Литвиненко полонием-210 и семьи Скрипалей-новичком, дезавуировав их. Офис на Даунинг-стрит забился в истерике, на это он пойти не мог при всем желании, хотя лично Джонсон к этим инсинуациям не имел ни малейшего отношения. Инцидент с эсминцем «Дефенда» — это была попытка Лондона пойти ва-банк. Путин не повелся даже на нее, хотя послание правящей королевы Елизаветы II через ее посла, вызванного в МИД по случаю инцидента, получил. В мире сейчас наблюдается затишье перед бурей. В медицине это явление описывается как ремиссия. Некоторое улучшение состояния перед его окончательным ухудшением. Покойник потел перед смертью? Да, это хорошо. Стоимость барреля нефти с апреля 2020 с отметки $22 бар на данный момент уже достигла своего трехлетнего максимума осени 2018 года, когда она перевалила за рубеж $80 бар. Газ тоже бьет все рекорды. Стоимость его на голландском хабе, ТЭФ, уже перешагнула за отметку $400 за 1000 кубов. Ляпота. «Газпром» и «Роснефть» потирают руки. Миллер и Сечин крутят дырки под новые ордена. Даже у впавшей в коматозное состояние Украины текущая ситуация на мировых сырьевых рынках привела к тому,
что страна со своими тремя основными экспортными статьями дохода – рудой, зерном и подсолнечным маслом – уже сейчас покрыла отрицательное сальдо торгового баланса, а в платежном балансе свела его к минимуму. Впервые за многие годы в стране жовто-блакитных скамеек зафиксирован профицит бюджета, что позволяет бездарному клоуну отказаться от кредитов МВФ и с оптимизмом смотреть в будущее. Глупый клоун не понимает, что все это временно. Он думает, что он ухватил Бога за бороду и уже мечтает о втором президентском сроке, закручивая гайки своему бесправному населению. Ну что же, дурень думкой богатее. Специально для него давно уже написаны так называемые законы Мёрфи, основной из которых, закон Паддера, гласит: все, что хорошо начинается, ни к чему хорошему не приводит. Все, что начинается плохо, заканчивается еще хуже или вообще ужасно. Глупый клоун не знает, что все валюты укрепляются перед своим сокрушительным падением. Государственный долг США уже перевалил за отметку 27 триллионов долларов. Многие тут даже таких цифр не понимают, триллион – это 1000 миллиардов, и США выживают только за счет низкой ставки ФРС 0,25% по его обслуживанию. Но в 2023 году ФРС для ужесточения кредитно-денежной политики вынуждена будет ее поднять. Решение о поднятии ставки ФРС уже проанонсировано, что укрепит доллар, но поставит под вопрос обслуживание 27-триллионного госдолга. И тогда и наступит час, для принятия судьбоносных решений по обнулению госдолга путем девальвации национальной валюты за счет перехода, например, на цифровой доллар. Тогда и сойдутся в единой точке все черные лебеди. Тогда в одночасье стремительным домкратом рухнет весь рынок, весь фондовый и сырьевой рынок. Полетят в тартарары все индексы, начиная с Доу-Джонса, и начнется идеальный финансовый шторм, после которого на плаву останутся лишь избранные. Угадайте, кто ими будет. Как говорил известный боксер от политики, мэр Киева Виталий Кличко, а сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать. В предыдущей статье я уже писал про это, когда говорил, что в отдаленной перспективе, которую рискуют застать все ныне живущие, мир будет поделен на китайскую валютную зону влияния, российскую. Угадайте, кто туда войдет? Американскую и европейскую, которая останется сателлитом американской, но потеряет ряд игроков с восточного фланга. За право командовать в Европе как раз сейчас и сражаются Берлин и Лондон. И если победит Лондон, то участь Берлина предрешена. Его раздербанит, часть уйдет в английскую зону влияния, бывшая ФРГ, а часть в российскую, бывшая ГДР. Но это весьма отдаленные планы, и в силах Берлина и Москвы с Пекином их переписать. Поэтому так важна победа Берлина и Москвы в их войне за Северный поток-2. Чтобы не заводить вас в дебри геополитики и макроэкономики, я просто скажу, что в мире в данный момент происходят глобальные процессы. Глобус трещит по швам, помост под гегемоном шатается. Кто у нас гегемон, вы еще не забыли. Там, в сияющем граде на холме, сейчас и решается, кому в предстоящем рукотворном шторме, когда надутый штатами финансовый пузырь таки лопнет, предстоит выжить, а кому суждено пойти на корм финансовым акулам. Выжить смогут только те, кто сможет защитить свое право, в том числе и военным путем, на свою отдельную независимую валютную зону влияния. Удел же остальных пасть смертью храбрых в этой войне, распродав свои активы за бесценок бенефициарам этих сражений. Но это тема отдельной статьи, не буду сейчас вас перегружать. Путин, видимо, что-то знает, поэтому уже сейчас, не дожидаясь часа исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния ФНБ, заменив его юанем, евро и золотом. До этого его доля там составляла 35%, 41,5 миллиарда долларов. Из общей корзины в 119 миллиардов долларов. Лондон, Берлин, Пекин, Токио тоже в курсе намечающихся событий. Все как могут готовятся к ним. И только Киев пребывает в благостном неведении, изначально поставив не на тех лошадей. Теперь у него в фаворитах Лондон, Анкара и Варшава, заведомые аутсайдеры этих гонок с выбыванием. Грядущие финансовые цунами продлятся как минимум года 3, после чего по их результатам будет зафиксирована совершенно иная картина мира. Раньше карта распределения зон влияния перекраивалась в результате мировых войн. Грядущий передел мира впервые произойдет в результате мирового финансового кризиса.
Тегеран 1943 случился в Женеве 16 июня 2021 года. Ялта 1945 произойдет не раньше 2023 года. Потсдам 1945 в еще более отдаленной перспективе. Трех участников гипотетической Ялты 1945 я уже сейчас могу назвать. Это Пекин, Вашингтон и Москва. Будет там Берлин или Лондон, увидим уже скоро. Шансы Лондона пока асимптотически стремятся к нулю. Но не нулевые, все зависит от того, усидит ли Борис Джонсон в своем кресле на Даунинг-стрит или нет. Если его уйдут, то шансы Лондона остаться в обойме США возрастут. Из жизни лимитрофов, как Британия дошла до жизни такой, когда из форпоста США в Европе она превратилась в его жалкого лимитрофа на ее границах с ЕС. Сразу скажу, что лимитроф – это не оскорбление, это констатация факта. Лимитроф – это буферное пограничное государство на границе двух империй, не входящее ни в одну из них. До тех пор, пока Британия была членом ЕС, даже не рядовым членом, а одним из его учредителей и имперообразующих государств, она не была лимитрофом. Она была частью трансатлантической империи, куда входили североамериканские Соединенные Штаты вместе с Канадой и Европейский Союз. Как только случился Брексит, и она вышла из ЕС, она автоматически стала лимитрофом. Причем интересы США в этом статусе она представляла лишь короткое время с 1 февраля 2020 года до 20 января 2021 года, с момента официального выхода ее из ЕС до вступления в должность 46-го президента Америки Джозефа Байдена. До 24 июля 2019 года, до смены премьера в офисе на Даунинг-стрит, пока там сидела Тереза Мэй, ее интересы и интересы действующего на тот момент 45-го президента Америки Дональда Трампа не совпадали, но Британия хотя бы была при этом членом ЕС. Однако после ее выхода из ЕС и смены караула в Белом доме в январе 2021 интересы пришедшего туда старика Джо по причинам, приведенным мною выше, стремительным домкратом разошлись с интересами сидящего уже 1,5 года с 24 июля 2019 в офисе на Даунинг-стрит Бориса Джонсона, и Британия оказалась между двух стульев, между американской во всех смыслах этого слова империей, куда кроме США входит еще и Канада, и европейской зарождающейся империей, которой для полного соответствия этому статусу не хватает только военного фактора, но это дело наживное. РФ тоже в 2000 году никакой угрозы США в военном плане не представляла. Российская Федерация также претендует на статус империи, но ей для полного соответствия этому статусу не хватает как раз экономического фактора. Но при наличии военного фактора отсутствие экономического уже вторично, что и подтвердили Женевские переговоры лидеров США и РФ. Китайская империя уже подтвердила этот статус, и ее судьба исключительно в ее руках. Больше империй нет и в ближайшее время не появится. Региональные державы типа Турции, Ирана, Индии, Бразилии, ЮАР на этот статус не претендуют. Но всех их, так или иначе, затронет грядущий финансовый кризис. Что от них после него останется, посмотрим. Пришедший в Белый дом Джо Байден и рад бы удержать ЕС под американским влиянием в качестве трансатлантического сателлита, но силенки уже не те, и приближающийся со скоростью курьерского поезда мировой финансовый кризис заставляет думать уже о спасении собственной шкуры, а не о сохранении статуса трансатлантической империи. Вот эти процессы, когда империи слабеют, и приводит к образованию на их границах своры лимитрофов, которые вынуждены лавировать между двух огней, выбирая, к какому лагерю пристать и чьи сапоги лизать. Война за лидерство в ЕС еще не закончилась, и от ее исхода и будет зависеть, какую конфигурацию примет мир по итогам грядущего финансового коллапса. Если в этой войне победит Лондон, в чем я сильно сомневаюсь, то в зону его влияния отойдет вся Западная и Северная Европа, Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Дания, Финляндия и страны Бенилюкса. Восточная же Европа, Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия и страны Балтии, и часть Южной, Болгария, Словения, Хорватия, Греция и Мальта с Кипром, рискуют в этом случае отойти под крыло Российской империи, куда, безусловно, войдут и нынешние неопределившиеся лимитрофы, такие как Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и страны Средней Азии с Арменией и Азербайджаном. Судьба Италии и Австрии пока мне не ясна, к кому они пристанут в случае развала ЕС, увидим. Судьба же Берлина исключительно в его руках и сильных мира сего.
Пасть ему жертвой Лондона и быть распиленным пополам или сохранить ЕС и свое лидерство в нем будет зависеть от решения Москвы и Вашингтона. А оно пока в пользу Берлина.